Начало зимы в одном из отдаленных северных поселков России ознаменовалось необычным событием, запечатленным на фотоловушке, установленной одним из местных жителей для наблюдения за дикой природой. Мороз крепчал, сжимая землю в ледяные объятия. Снег, еще не успевший лечь сплошным ковром, скрипел под ногами, а ветер, пронизывающий до костей, гулко вздыхал в кронах деревьев, создавая атмосферу суровой, первозданной красоты. Местные жители, закаленные суровым климатом, уже привыкли к таким условиям. Они утепляли свои дома, заботились о птицах, развешивая кормушки и, как в случае с владельцем фотоловушки, наблюдали за жизнью животных в окружающем лесу. Именно эта фотоловушки и зафиксировала невероятную картину. Запись началась с характерного шума, треск ломаемых веток, шелест кустов, свидетельствовавший о быстром и беспорядочном движении. Затем на экране появилась фигура, вырвавшаяся из глубины леса на заснеженный простор. Это был лось крупный, могучий представитель северной фауны. Однако его поведение резко отличалось от обычного. Животное двигалось неуклюже, спотыкаясь, трясло головой, беспорядочно мотая ею из стороны в сторону. Но самое поразительное, на его голове находился какой-то предмет, затрудняющий движение. Сначала на записи было трудно рассмотреть этот предмет. Снег, прилипшие к шерсти остатки растений, кусок какого-то мусора, первоначальные догадки были разными. Но, при увеличении кадра, стало совершенно очевидно, это была автомобильная шина. Старая, поношенная, но надежно застрявшая на рогах лося. Как она там оказалась? Можно предположить, что лось наткнулся на шину в какой-нибудь мусорной яме или заброшенном сарае. Возможно, он просунул голову в ее внутреннее пространство, и она застряла между рогами. Или он пытался пролезть сквозь нее, и шина, натягиваясь, зацепилась. В любом случае, он не мог снять ее самостоятельно. Шина превратилась в непреодолимое препятствие, мешающее лосю видеть, двигаться и, что важнее всего, находить еду. Бедный зверь бежал вслепую, прокладывая путь через первый снег, и в этот самый момент попал в поле зрения фотоловушки. Видеозапись быстро распространилась по местным чатам, а к вечеру уже была известна всем жителям округи. Никто не знал, что делать, но большинство понимало, это не просто случайность, это крик о помощи, молчаливая просьба о спасении. На следующий день лесники организовали поиски. Это не была спецоперация, не планированный рейд. Просто несколько мужчин с санями, веревком и термосом отправились в лес, не в силах оставаться равнодушными к беде лося. Им повезло. Следы вели к окраине поселка. Найти лося оказалось не так сложно, как казалось сначала. Освободить его от шины тоже было непросто, но в результате совместных усилий животное было освобождено. После недолгого осмотра и убеждения в отсутствии серьезных травм, лось убежал в лес, оставив после себя историю, которая надолго останется в памяти жителей поселка, напоминая о важности ответственности и сострадания к животным и окружающей среде. История с лосями и шиной стала местной легендой, передаваемой из уст в уста и служащая напоминанием о том, как беспечность человека может привести к печальным последствиям для дикой природы. А фотография лося с шиной на голове долго хранилась на телефонах местных жителей, как напоминание об этом необычном случае. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.